Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Как всегда, воскресенье, как всегда, проект Forex Times. Я Дэн Стрелков, и, как всегда, маленькое объявление, но это уже объявление с Новым годом вас, с наступающим Новым годом, друзья. И в комьюнити Forex Times вплоть до Нового года действуют скидки до 50% на подписку. Поэтому напишите мне, пожалуйста, в личку, и я вам напишу всю соответствующую информацию, которая вас заинтересует. Ну а еще раз напоминаю, что в комьюнити Forex Times помимо торговых сигналов и торговых идей на основе волновой теории Ральфа Эллиотта вы найдете ежедневные прогнозы по 9, а то и 10 торговым инструментам, также обучение и чат, в котором мы с вами можем составлять планы по определенным торговым инструментам, общаться каждый день любое количество времени, лишь бы вам было только на пользу. А какая польза? Заработок денег. Правильно. Ну что ж, поехали, друзья. Как всегда, уже традиционно евро, золото и фунт. Мы уже привыкли. Я сегодня объясню, почему. Итак, поехали с евро. По-прежнему по евро мне не нравится идея продолжения сильного роста, но мне все-таки нравится идея треугольника. Почему, сейчас объясню. Хотя бы по той простой причине скопления опционных контрактов. Посмотрите, друзья, у нас скопление опционных контрактов кол достаточно большое на уровне максимального открытого интереса по кол опционным контрактам, а то, что творится вверху почти на сумму 3 миллиарда долларов, я вообще промолчу, потому что я считаю, что данные скопление мы будем отрабатывать в течение 1,5-2 месяцев. Но давайте посмотрим на Чикагской товарной бирже, что же там непосредственно профессионалы об этом думают. И профессионалы по евро думают о том, что с экспирацией на 9 января месячными опционными контрактами есть еще все-таки страйки, такие как 1.19. Вот этот страйк, конечно, заслуживает определенного внимания, потому что на этом страйке 4188 контрактов call и 4624 контракта put. Когда контракты call и put между собой еще сходятся на одном страйке, то это достаточно серьезный уровень. Вот только смысл такой, что этот страйк уже у нас будет достаточно скоро отработан, буквально пунктов 78-80 вверх. Цена попадет в крупное скопление, еще раз подчеркиваю, опционных контрактов call и в максимальный открытый интерес по call опционным контрактам. А вы знаете, что данные контракты используются для хеджирования фьючерсных сделок именно на продажу, друзья. Откуда появляются такие крупные скопления опционных контрактов, к примеру, put? Это не означает, что цена к ним придет, и эти контракты манят как-то цену, манят, призывают ее. Нет, они не призывают. Просто профессионалы на Чикагской товарной бирже, да, собственно, я так подозреваю, что профессионалы на всех остальных биржах мировых, они действуют по очень определенным принципам. Они находят определенные уровни или определенные диапазоны, от которых они готовы покупать или продавать. Вот у нас диапазон, от которого профессионалы готовы продавать. Вот диапазон, от которого профессионалы готовы покупать. И они ждут, в какой из диапазонов цена зайдет. Зайдет в верхний, будут продавать. Зайдет в нижний диапазон, будут покупать. Но так как нижний диапазон это почти 3 миллиарда долларов, поэтому я и нацелен на продажу. И давайте с вами посмотрим контракт уже не на 9 января с экспирацией, а на 6 февраля. И мы с вами увидим, что на 6 февраля вот это вот опционные контракты put, вы видите 6168 опционных контрактов put, почти 6000, здесь 4356, то есть страйки, опять же, вы видите 1.14, 1.1450, 1.15, где это? Это гораздо ниже, чем сейчас цена находится. А ежели мы с вами заглянем еще на мартовские контракты,
то здесь у нас определяется страйк 1.18, который заслуживает, так сказать, внимания, и страйк, опять же, 1.15, 1.1450. Так вот, чтобы вы понимали, страйк 1.18 это там, где мы сейчас и находимся, собственно. Поэтому рост цены, я предполагаю, что рост цены будет ограничен вот этим скоплением опционных контрактов или уровнем 1.1850. И от этого уровня уже можно будет искать паттерны на продажу, а именно импульс, коррекция и отложенным ордером sell stop, а сверху стоп-лосс выставляем. Ну и, разумеется, целевой уровень, целевой диапазон, скажем, 1.1450, 1.14. Очень хорошее скопление, еще раз повторяюсь, почти на 3 миллиарда долларов. Мне это скопление очень нравится. Я уже даже не обращаю внимания на опционные контракты под пут на сумму 705 миллионов и 652, когда у меня здесь почти 3 миллиарда долларов. Золото. Друзья, давайте по золоту ничего делать не будем, потому что веселый человек из Белого дома встречается с президентом Израиля, и они там решают, а не начать ли снова наносить ракетные удары по Ирану. А еще Дональд Трамп рассказал всему миру о том, что Венесуэла украла у Америки золото и нефть и очень глубоко закопала под землю. Все посмеялись. Вот он не понял, почему. Он на полном серьезе говорил о том, что Венесуэла украла золото и нефть у США. Ну, показал бы мне, как это сделать. Может, и я бы такое сделал бы когда-нибудь. Ну да, точно, Венесуэла пришла и украла у США золото и нефть. Действительно. Вот. Отличная, кстати, причина. Отличная причина. Если ты сильный, ты всегда можешь подойти и сказать, ты у меня деньги украл. Когда? Какая разница, когда? Я сказал, значит, это правда. Вот, поэтому я не вижу, что мир во всем мире в ближайшее время у нас случится, и поэтому золото может как уйти на техническую коррекцию, так и продолжить рост. А если вдруг сейчас все помирятся и Трампа в тюрьму посадят, золото улетит дальше вниз. То есть нужно смотреть за ситуацией, геополитической ситуацией в мире и как-то на это успевать реагировать. Если я вам скажу, что золото будет расти, ну давайте я угадаю, вы скажете, о, какой молодец. А если не угадаю, значит буду не молодец. А гадать мне не очень на самом деле хочется. Поэтому давайте, пускай золото пока золото, платина, серебро, палладий, к примеру, пускай они пока в каком-то свободном полете побудут немножко. Так, и фунт. А вот фунт я буду продавать просто бесконечно, уважаемые друзья, пока мы не увидим уровень 1.3150. Это максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, где еще находится скопление достаточно крупное, а вот это скопление мне очень нравится, на сумму 200, сколько тут, 77 миллионов долларов опционных контрактов put. Почему мне этот уровень очень нравится? Ну, вы наверняка знаете, что максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам на самом деле это уровень сопротивления. Вот он, я вам его сейчас показываю. Вот этот у нас уровень сопротивления. Цена к нему подходит и от него старается отбиваться. Вот опять же, как здесь. Но когда уровень сопротивления у нас находится внизу, что это такое вообще означает? А это означает, что если тем более на этом уровне у нас есть еще живые скопления опционных контрактов put, это означает, что в профессионалы ожидают снижения к данному торговому уровню. Вот, если мы посмотрим еще на недельные опционные контракты, то стоит обязательно отметить, и этот уровень сегодня я напишу в недельных прогнозах. Кстати, вот прогнозы по фунту в открытом канале не публикуются, но теперь вы будете знать, в закрытом канале на ближайшую торговую неделю у меня уровень
нижняя граница диапазона прибыли маркетмейкера и здесь же скопление опционных недельных опционных контрактов на сумму 171 миллион долларов. Это очень много, и сейчас я вам покажу это на сайте Чикаго, чтобы вы не подумали, что я их там рисую. Собственно, сейчас посмотрим недельные контракты с экспирацией на 2 января. Посмотрите, пожалуйста, страйки 1.3350 и 1.3325. Это уровни, которые находятся гораздо ниже, чем мы сейчас располагаемся. Причем находятся на уровне там 150-160 пунктов ниже. А посмотрите, пожалуйста, кол контрактов крупных здесь нет. Если мы с вами посмотрим недельные контракты с экспирацией на 16 января, то вы увидите вот этот страйк 1.33 с количеством контрактов put 2002 контракта. Это именно 171 миллион долларов. Вот эти 2002 контракта стоят 171 миллион американских долларов в тот момент, когда они покупались. И если мы с вами обратим внимание, то кол опционных контрактов, ну, практически нет вообще никаких заявок, вообще никаких. То же самое происходит и по месячным опционным контрактам. Вот, к примеру, месячные опционные контракты с экспирацией на 9 января. Про этот страйк я вообще ничего говорить не буду 1.27, потому что вы помните, но до 1.27 мы за 2 недели не дойдем, скорее всего. Это скопление, очень крупное скопление опционных контрактов в put на сумму 578 миллионов долларов. И экспирация у этих контрактов будет 9 января. Вот, как вы видите, опционных колл-контрактов крупных каких-то нету. Тем более тут даже не ярко выделенные страйки по пут-опционным контрактам, по-прежнему 1.33, 1.3250. Но если мы посмотрим экспирацию февральскую, 6 февраля, то вы сразу увидите вот эти страйки 1.31, 1.3150, 1.32. То есть это вот это скопление опционных контрактов в put и максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам. Вот они здесь создают такое скопление, которое с очень большой вероятностью ценой будет отработано. Давайте с вами глянем еще мартовские контракты, дальше уже не полезем. Ну, по мартовским контрактам, опять же, вы видите, кол опционных контрактов практически нет, зато мы видим путы на страйке 1.32 и какой-то страйк 1.25 с путами на 2600 контрактов. Но страйк 1.25 это даже страшно предположить, что должно случиться, чтобы цена улетела на 1.25. Ну, не знаю, это прям праздник будет какой-то в городе. Но я не уверен, что цена такое вообще может себе позволить. Собственно, друзья, вот на сегодня и все. Вот я только что объяснил, почему я по-прежнему стараюсь продавать евро. Продаю однозначно фунт и трогать золото пока даже не собираюсь. Не забывайте, пожалуйста, друзья, про математику управления капиталом. Если не знаете, ну, напишите мне в личку, я буквально вам расскажу за 5-10 минут, чтобы вы перестали проигрывать свои деньги. На самом деле математика управления капиталом – это самое важное на рынках. Вы можете найти любую бесплатную аналитику на просторах интернета. Причем, если вы сумеете найти аналитика, у которого или который пишет прогнозы, которые сбываются хотя бы на 50%, то если вы подключите к своему трейдингу паттерны и математику управления капиталом, все, у вас все получится. Только вы должны понимать, что математика управления капиталом, торговля по паттернам, либо когда мы занимаемся данными Чикагской товарной биржи, я достаточно часто торгую не на фактах, а именно появлениях паттернов, а на ожиданиях. Грубо говоря, вот я вам могу показать, чтобы вам такой показать пример. Вот,
Например, франк. Вы знаете, что в пятницу была публикация в открытом канале о том, что по франку в рамках треугольника, треугольник, вы знаете, это предпоследняя волна, в рамках треугольника образовался стратегический целевой уровень. Так вот, этот стратегический целевой уровень отстоит от текущей цены на расстоянии 900 пунктов. Следовательно, я могу даже вообще не заморачиваясь выставить три ордера, один на покупку, другой ниже на 300 пунктов на покупку, третий еще ниже на 300 пунктов на покупку. В каждый ордер запихнуть по 3% риска от баланса торгового счета и просто-напросто ожидать появления паттерна. Таким образом, даже если цена упадет на 900 пунктов, а на 900 пунктов она не упадет вниз, это вероятность там 97%, ну, допустим, упадет на 600 пунктов, я получу минус 3%, минус 3. Но я буду сидеть в рынке. Если она упала на 600 пунктов, то расстояние какое стало? Правильно, 900 плюс 600 уже 1500. Следовательно, если цена пролетит 1500 с риском 3% и со стоп-лоссом 300 пунктов, я получу сколько? Я получу, значит, 5-15%, правильно? Но я ведь буду ожидать паттерна, а именно импульс, коррекция и входить еще одним ордером с риском 3%. Но тут уже стоп-лосс будет не 300 пунктов, а, например, 100. И цена пролетит здесь 1200. 1200 пунктов с риском 100. Это 1 к 12 соотношение стоп-лосса к take-профиту 1 к 12, а следовательно с риском 3% умножаем на 3. И получается еще плюс 36%. 36% плюс 15 получается плюс 51. Грубо говоря, полсотни процентов у меня уже план по одному торговому инструменту. Если я за год этот план осуществлю, то я за год получу только с одного торгового инструмента 50% профита. Друзья, математика управления капиталом и план, составьте план, посмотрите целевые уровни и вперед. А как я уже сказал 2 минуты назад, вы аналитику можете найти на просторах интернета абсолютно где угодно. Если она будет более, если вас моя аналитика устраивает, ну я очень рад. Не устраивает, вы всегда можете найти более качественного аналитика, который вам даст больше качественных прогнозов, к примеру. Но самое главное, если у вас есть понимание математики управления капиталом, понимание торговли на ожиданиях по паттернам, а именно по фактам, у вас будет все прекрасно практически с любым аналитиком, поверьте мне. Даже можете монетку с утра просто подбрасывать, она будет аналитик у вас, орел и решка. Если вы возьмете, скажем так, спекулятивные торговые инструменты, а не инвестиционные торговые инструменты. Например, индексы – это инвестиционные торговые инструменты, а не спекулятивные. Тоже золото последние годы – это исключительно инвестиционный инструмент, а не спекулятивный. Вот, то даже подбрасывая монетку, вы все равно с помощью математики управления капиталом никогда не проиграете свои деньги. Может, вы не заработаете, вы их просто даже не проиграть не сможете. Не сможете. А вот все это я вам смогу рассказать, как это делается и как это можно посчитать, и достаточно несложно в комьюнити Forex Times. Поэтому в конце, как всегда, приглашаю вас в комьюнити Forex Times. И опять же напоминаю, что до 31 декабря скидки действуют до 50%. Напишите мне, пожалуйста, в личку, и все у вас будет прекрасно. И вы никогда об этом не пожалеете. А на сегодня всем классного вечера, еще раз с наступающим Новым годом и всем пока-пока.